Привет из Хургады! Я прилетела в Египет и остановилась в 4-звездочном отеле New Eagles Aquapark. Сейчас это самое дешевое «все включено» среди всех четверок и пятерок в Хургаде. Номер на двоих обошелся в $50 за ночь. По меркам осени 2023 года для отеля на первой линии с аквапарком в разгар сезона это копейки. Но у этого отеля есть одна особенность. В нем не подают алкоголь. Напишите в комментариях, готовы ли вы отказаться от алкоголя и тем самым понизить стоимость отдыха в Египте. Мне такой вариант подходит, поэтому я сюда и приехала. Давайте посмотрим, какой этот отель и комфортно ли в нем отдыхать. Четырехзвездочный отель New Eagles Aquapark находится на первой береговой линии Красного моря, в 9 километрах от международного аэропорта Хургады. Он открылся в 2016 году, а последняя реновация была проведена в 2020. На ресепшн есть несколько русскоговорящих сотрудников. Только что прибывших гостей встречают приветственными напитками. В отеле действует система Soft All Inclusive. Все включено без алкоголя. Раньше я не встречала такого в Египте. Территория отеля вытянутая и кажется слегка пустоватой из-за скудной зелени, выжженной солнцем за лето. Но отмечу, что садовники делают, что могут. Они трудятся и утром, и вечером. В New Eagles Aquapark работает два основных бассейна на 200 и 500 квадратных метров. В одном из них сделан утопленный бар. В нем можно заказать лимонады, растворимые соки, чай и кофе. Во втором бассейне работает аквапарк. Эти горки нравятся и взрослым, и детям. Лежаков и зонтиков вокруг бассейнов достаточно. Для детей есть две зоны в общих бассейнах и один отдельный, а также небольшие горки. На радость малышам работает мини-зоопарк. Тут живут олени, страусы и обезьянки. Для детей в New Eagles'е есть игровая площадка с качелями, а вот крытого мини-клуба с игрушками здесь нет. Для любителей спорта есть футбольное поле, теннисный корт, площадка для баскетбола и волейбола. За дополнительную плату можно посетить спа-центр и тренажерный зал. На выходе из отеля работает магазин одежды. Торговый центр Сенза Молл находится в 5 километрах. Анимация в отеле New Eagles Aquapark оказалась неактивной. Утром зарядка, вечером шоу. Больше я ничего не видела. Четкого расписания у анимации нет. В октябре в Египте всегда много туристов. Но в этом отеле совсем не кажется, что сейчас высокий сезон. На территории всегда тихо. Возможно, это как-то связано с отсутствием алкоголя. New Eagles Aquapark состоит из нескольких двухэтажных корпусов. Снаружи эти домики кажутся симпатичными, но внутри меня ждал сюрприз.
Я бронировала стандартный номер. Мне дали двухкомнатный. Я думаю, что это категория семейный на первом этаже с прямым выходом к бассейну. Отель построен в 2016 году, а последняя реновация была здесь в 2020 году. Но мой номер не выглядит современным. Сейчас я вам его покажу. Это гостиная, она просторная, тут высокие потолки, достаточно светло, светлые стены. Это такой уголок, здесь стоят диванчики, есть ковер и все довольно старенькое. В этой комнате нет кондиционера, но по ощущениям тут не жарко. Кондиционера в спальне вполне хватает, чтобы охладить две комнаты. Тут вот такой столик, на столе есть чайник, 2 бутылки воды, чай и кофе. Отмечу, что посуда тут не пластиковая, это плюс. Тут находится выход на балкон, он совсем небольшой, там особо делать нечего. В номере 2 балкона, и попозже я покажу вам основной балкон, он лучше. Напротив диванов висит телевизор, он современненький, а под ним стоит небольшой холодильник. Холодильник пустой. Не скажешь, что в этом отеле недавно была реновация и что тут очень тщательно следят за чистотой. То есть в целом здесь чисто, но генеральной уборки здесь не хватает или хотя бы косметического ремонта. Вот посмотрите, какая-то ржавчина на полу, тут какие-то трещины, тут какие-то подтеки, как будто человек открывал колу в дверном проеме, отмечая начало отпуска. В общем, хотелось бы, чтобы здесь убирались тщательнее. Это спальня. Тут есть кондиционер и 2 кровати. Это детская кровать, почему-то без одеяла. Тут стоит шкаф, и он довольно старенький. С этой стороны полки, а здесь отделение с вешалками. Вешалки всего 3, видимо, по одной на каждого члена семьи. Зато плюс, что тут есть бесплатный сейф. В номере двуспальная кровать, постельное белье здесь не новое, но чистое. Тут есть еще вот такой комод, он тоже старенький, и зеркало. А это выход на основной балкон. Давайте туда сходим. К шторам у меня тоже есть вопросики, не мешало бы их постирать. Но зато есть москитная сетка. Балкон тут просторный, на нем стоит 4 стула. Я бы добавила еще сушилку для белья. И вид у меня на бассейн. Ванная комната тут очень просторная, но она тоже, как и весь номер, будто бы кричит: «Срочно отремонтируйте меня!». Полотенца здесь не новые, мягко говоря, но они без пятен, белые. Тут есть зеркало во всю стену, на удивление хорошая сантехника, чистая, без ржавчины, а вот никакой косметики нет, только дозатор для мыла и даже нет фена. Но как будто бы он куда-то сбежал, потому что крючок для него есть. И вот здесь такая душевая кабина, и сантехника здесь тоже без плесени и без ржавчины. А из косметических принадлежностей только дозатор, видимо, гель для душа и шампунь 2 в 1. К номеру, конечно, есть вопросики, но я понимаю, что это 4-ка эконом-варианта, поэтому на многое можно закрыть глаза. Если вы приезжаете в Египет ради моря, ради того, чтобы купаться в бассейне, ездить по экскурсиям, а в номере только спите, то я думаю, что с этим можно смириться. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Прогуляемся на пляж. New Eagles Аквапарк расположен на первой береговой линии Красного моря. Ему принадлежит небольшой участок песчаного пляжа с плавным заходом. Вода тут чистая, несмотря на близость прогулочных корабликов. Ярко выраженных отливов нет. Почти в любое время можно быстро зайти по пояс. На пляже есть души и туалеты. Лежаки тут деревянные, матрасы не новые. Полотенца можно менять без доплаты.
На пляже работает небольшой магазин и бар, в котором можно купить свежевыжатые соки. Для захода в воду не нужны специальные тапочки. Песочек тут не самый мягкий, но и ноги не повредит. Немного в отдалении есть небольшой коралловый риф. Рядом с пляжем оборудованы симпатичные фотозоны. Мне это понравилось. Несмотря на скромный размер пляжа, проблем с местами никогда не было. И туристов немного, и лежаков достаточно. Рядом с пляжем работает бар с напитками и закусками. Сначала мне не понравилась близость прогулочных яхт, но никаких проблем они не создавали. Ни шума, ни запаха, ни грязи. В целом я довольна пляжем. Поговорим о питании. Чем кормят в отеле New Eagles Aquapark на шведском столе? Сначала я покажу вам завтрак. Он оказался типичным для недорогой египетской четверки. Омлеты на заказ, египетские и европейские горячие блюда, овощи и выпечка, каша, картошка. Сыр и колбаса не такие вкусные, к каким мы привыкли в России. А вот сыр фета и свежие овощи действительно хороши. На шведском столе есть йогурты и хлопья с молоком. Из фруктов по утрам предлагали только салат с дыней и желтые апельсины. Завтрак меня не слишком впечатлил, но и плохим я его не назову. Из напитков есть порошковый сок, чай и кофе. Обед оказался лучше, чем я ожидала. На мой взгляд, в отеле вкусно готовят горячие блюда. Еда не жирная и не сухая. Специи и соли всегда в меру. На шведском столе есть говядина, курица и рыба, а также паста и гарниры из картошки, риса и овощей. Есть из чего выбрать. Овощи и салаты всегда примерно одинаковые, но к их качеству у меня вопросов нет. Все свежее, сочное, вкусное. Десерты на шведском столе как местные, так и европейские. Их часто симпатично украшают. Фрукты всегда одинаковые. Апельсины, свежие финики, дыня. Мне показалось странным, что из напитков в ресторане есть только лимонады и сок. Чай и кофе предлагают лишь на завтраках. В остальное время за ними отправляют в бар у бассейна. Система «Все включено» в отеле New Eagles подразумевает промежуточное питание. В определенные часы для туристов пекут пиццу и блинчики. Также есть булочки и мороженое. Напитки во всех барах одинаковые. Коктейлей тут нет, даже безалкогольных. Ужины в New Eagles Aquapark показались мне достойными.
Я думаю, что повара в этом отеле любят свое дело и выжимают из бюджета максимум. Блюда всегда украшены и приготовлены с душой. Я всегда замечаю, когда к еде относятся пренебрежительно, а когда хорошо. Посмотрите, как симпатично выглядят горячие блюда. На улице готовят мясо на открытом огне. Очередей в мой заезд никогда не было. Салаты, холодные закуски, овощи тоже показались мне хорошими. Добавлю, что новые порции блюд подкладывают своевременно. Проблем с посудой никогда не было. Все чистое, всем всего хватает. Десертов по вечерам больше, чем днем. Советую попробовать в Египте местные сладости. Я их очень люблю. Фрукты в октябре в этом отеле – апельсины, гуава, свежие финики и дыня. После ужина открывается прокат детских машинок. Затем начинается мини-диско и шоу для взрослых. Название отеля New Eagles дословно переводится как «новые орлы». Если, по их мнению, это новые орлы, то я боюсь спросить, как же тогда выглядят старые. И я точно в них не хочу, потому что номерной фонд в этом отеле, мягко говоря, староват. Но тут есть и плюсы. Здесь неплохой пляж и есть аквапарк. Если в первую очередь вас интересует отдых на море, вы хотите просто лежать на пляже, вкусно кушать, отдыхать, ездить по экскурсиям, то тогда вам можно рассмотреть этот отель для своего отдыха. А если вам хочется комфорта в первую очередь, то я бы посоветовала вам подобрать что-то другое. Как и всегда, в описании под видео я оставила для вас полную информацию об этом отеле и ссылочку, по которой вы можете проверить цены на туры в этот отель из вашего города. Ставьте лайк этому видео за честный обзор. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков из Египта и не только.